Всем привет! С вами вновь Купидитас. Ну что ж, сегодня мы направляемся на выставку Boat Show 2018 в Дюссельдорф. С чего начинается любая поездка у яхтсмена, да? Любой судовладелец, оставляя свое судно, так сказать, без присмотра, конечно же, будет волноваться. Но для того, чтобы волнение снизить, нужно проделать ряд манипуляций для того, чтобы уже в дальнейшем меньше волноваться, что с лодкой что-то может случиться. Ну что же, давайте посмотрим, как подготовить лодку к стоянке, скажем так, без присмотра. Потому что, конечно, у нас тут есть целый ряд соседей, людей, которые будут поглядывать, если что-то будет случиться, то, соответственно, нам, естественно, помогут и либо сообщат, либо там не сообщат, но сделают все как положено, лодка никуда, так сказать, от пирса не уплывет. Ну что же, давайте готовить лодку к нашему отходу. Первое, давайте начнем с газа. Обязательно отключаем газ. Чик. Все, таким образом мы перекрыли газ. Поступление газа внутрь лодки. Если что-то где-то с баллоном случится, то это случится у нас снаружи. Следующий момент. Отключаем батарею двигателя, да, для того, ну, скажем так, выключаем массу, для того, чтобы у нас не было никаких эксцессов, ну, чтобы аккумулятор к двигателю доступа не имел. Следующий момент, нужно закрыть всю запорную арматуру, которая отвечает за забор и слив воды ниже ватерлинии, да, для того, чтобы уже не переживать, что сорвало шланг, что-то где-то протерлось, лопнуло на морозе там или что там будет, уже не важно. Закрываем. Здесь уже достаточно знакомая вам арматура. Следующий момент, это надо выключить все лишнее, да, безусловно, помпу, которая нам не нужна, душевую помпу, 12 вольт тоже выключаем, то есть это всевозможные, это магнитолы, бла-бла-бла, и, соответственно, выключаем наши супер лампочки, оставляем только холодильник. Также точно выключаем бойлер. И, собственно говоря, на этом внутренняя часть подготовки лодки закончилась. То есть перекрыли газ, перекрыли воду и, соответственно, выключили все возможные и ненужные, так сказать, электроприборы. Ну что же, пойдем посмотрим, что делать нужно снаружи. Еще надо проверить, все ли окна у нас закрыты. У нас остается открыта только вентиляция, потому что она у нас под спрей-худом. Да, соответственно, все открывающиеся окна проверяем. Все закрыто. Итак, начинаем проверку, что у нас снаружи. Надо проверить. Начнем с носа. Муринги заведены. Вчера вечером я завел дополнительные, скажем так, швартовы на нос. Вот этот вот таким образом идет в ту сторону. Ну, они специально ослаблены, да, для того, чтобы на них не было давления. Это такие страховочные, да, потому что всегда волнуешься, какой-то швартов перетрет. Мало того, что швартов может перетереть, мало ли вырвет утку. Тра-ля-ля, 3 рубля, поэтому разгружаем всеми возможными способами, да. Соответственно, здесь 2 утки, но есть вероятность, что одна из них хотя бы устоит. В корме тоже 2 утки. Тоже. И еще плюс мы разнесли на нос. Дальше проверяем, чтобы все кранцы были не только подвязаны, но в том числе и застопорены, да, для того, чтобы не развязался. Вот видите, этот кранец может развязаться. Не зря уже проверяем. Даем немножко, пару узелочков, штычков. Вот. Все. Этот заведен. Смотрим теперь другой борт. Да, для того, чтобы у нас с вами ничего не отвязалось, ничего, если вдруг кого-то на нас понесет, чтобы кранцы немножко предохраняли. Все, здесь кранцы все заведены, штурвал привязан. Смотрим, что у нас здесь. Вчера вечером также точно накинул дополнительный швартов. Теперь у нас получается здесь аж в 3.
линии. Вот такой вот дополнительный, будем называть его шпрингом, заведен с этой стороны. И вся та же самая история у нас вот здесь. Здесь у нас подложена тряпочка, потому что в Греции у нас сломался полуклюз. Да, и для того, чтобы не перетиралась веревка, завернута она в тряпочку. Ну и здесь, соответственно, вот эта дополнительная страховочная фигня какая-то у нас тут получается. Вот так сделаем. Вот. Видите, уже, так сказать, проверка пройдена не зря. Ну что же, теперь идем на берег. На кнехтах все заведено. Слабина у провода есть. Может спокойно гулять вправо-влево. Ничего страшного ему не будет. Сходню мы спокойненько подняли. Вот здесь такая вот у нас привязочка. Спросите, для чего? Для того, чтобы если ветер будет дуть северный и поднимать нашу сходню, она не будет у нас долетать до панелей. Скажете, что за ерунда, но могу вам так сказать. Она тяжелая достаточно, то есть ее не так просто поднимать. Но уже был случай, когда при северном ветре неплохо дунуло, и сходня у нас ударилась об панели. Да, чтобы это избегать, вот на длительную стоянку лучше такую штуку подвязывать. Потому что ее низко опустить нельзя, она будет цепляться за кнехт при волнении. Вот. А если высоко, давление ветра достаточно, чтобы ее задрать. Ну что же, вот так вот все заведено, все обмотано, намотано. Ну что, Купидитас, до свидания. Пока. Едем в Дюссельдорф. Добрались мы до первого перевального пункта. Это вот такой ресторан Печеняра. Это один из крутейших ресторанов Подгорицы на самом деле. Все его крайне рекомендуют. Мы в нем уже как-то раз бывали. Ну, действительно, очень-очень вкусно кормят, поэтому будете в Подгорице, вот с оказией, обязательно зайдите в Печеняру. Попробуем не забыть отметочку на карте поставить. Вот, сейчас пойдем перекусим, раз такое дело. До самолета еще времени полно. Вот такой вот интерьер, уже куда приятнее, чем снаружи. Внешность, конечно, у ресторана очень обманчива, внутри все прекрасно. Ну вот, посмотреть меню, пока что там, ну, если кому надо, паузу поставите, чтобы примерно понимать, какие цены на что. И хотелось бы рассказать небольшие нюансы по дороге. Мы ехали на автобусе от Котора до Подгорицы. И вроде как прямого рейса нет, но в Черногории принято, что можно попросить остановиться там, где тебе будет удобно. И поскольку автобус идет с юга, а это по пути он проезжает аэропорт. И как раз напротив аэропорта расположена вот эта вот Печеняра. Поэтому можно всегда взять автобус. Получается где-то 15 евро на двоих с учетом налога. И вполне с комфортом, быстро и вкусно, можно так сказать, добраться до вот такой вот Печеняры. И буквально тут меньше 2 километров идти уже прям непосредственно до входа в аэропорт. И следующая небольшая хитрость заключается в том, что если покупать билеты через интернет, то, во-первых, не надо будет толкаться в очереди, выслушивать миллион доводов таксистов о том, что до аэропорта вы на автобусе не доберетесь, что там 20 евро такси от автовокзала, что поезд там не ходит и так далее и тому подобное. Придется еще заплатить дополнительный сбор в виде 1 евро за билет, если оформлять его в кассе. А если в интернете, никаких сборов, никаких разговоров с таксистами, никаких убеждений, сел в автобус и поехал. Вот такие вот тазики чорбы. Да, есть вероятность, что мы не съедим все. Аня говорит, вообще надо было 1 тарелку на двоих. Еще блинов заказали. Ну ничего, вот. Сейчас это вот телячья чорба и рыбная чорба. Вот так вот. Метро Будапешта. Наши старые добрые электрички, оказывается, доживают свой век прямо здесь, в Венгрии. А я-то все думал, куда такие поезда новенькие из Петербурга отправляют, заменяя на новые. Вот. В Венгрию, видимо.
эскалаторы петербургские, ну или, наверное, там другого метро нашего тоже, ну просто мало где Нет, они метро. так быстро не летят. У нас Ну здесь не экономят. Все. Вот. Круто. Круто, конечно. Прям вот все, вот. Да. Отделка вся. Только у нас сейчас щеточки здесь висят, а у них не висят еще. А так все. И даже вот граффити, которые у нас рисуют, это, наверное, оттуда и есть. Точно. Вообще. Вот нет, вот так бы на Чернышевской бы летел, когда особенно на пары опаздываешь. Да. А то на Чернышевской он самый глубокий. А я вот до сих пор постоянно на Чернышевской опаздываю куда-то. Вообще, конечно, Венгрия, блин, прикольная страна. По крайней мере, пока вот как будто дома реально. Вот на Сенную приехали. Ну да, точно Сенная. Вот. Приехали на Сенную, значит, вот. А, ну тут единственное, смотрите, как удобно, на какую улицу. Дай. У тебя карта была. А вон же хостел. Вот мы прибыли в Венгрию. И сейчас первое, что хочется, это поесть. Вот решили зайти сюда. Тут гуляш. Порядка 4 евро стоит. Да. Вот сюда зайдем. Такое вот кафе. Free Wi-Fi. Сим-карту мы купили, но пока она не работает. Вот. Смотрите, как антуражно. You have something drink, please? Да. Пиво. Looking way at the Pastanka. For him is Можем- for him is beer. Пиво такое. Yes. И гуляш. Goulash soup. Да. Beef stew. Goulash soup. Да. And for me goulash soup. Soup, yes. Yes. А сколько у тебя пива стоит? 490. Не знаю сколько. And for drink I'm a little bit. 590. Oh, For drink. Okay. Ну вот такие вот цены в венгерском ресторанчике, в первом попавшемся, потому что кушать охота. Я не могу больше выбирать. Вот. Пиво получается вот самое недорогое 600. Вот. 600. Ну это чуть меньше 2 евро. Это там 1,5 евро, например. Примерно так цены. Ну, вот 1 форинт стоит, 1 евро стоит 308 форинтов. Ну, то есть цены такие приличные, ну, приятные, скажем так. Вот так вот сейчас заказали гуляш. Естественно, что еще заказывать первым делом? Гуляш. И вот сейчас господин принесет нам вот гуляш в стакане. Ох, вот такой вот гуляшек. Как и положено, подаются в антуражных посудах. Ой, вообще отлично. Сейчас это мясо, Анечка. Сейчас будем пробовать. Ой, очень острый соус на аджику, очень похож. Ой, сейчас будем все пробовать. Горячо? Так остужай. Ветер под носом есть? Ну-ка. Ну что ж, ребят, настало следующее утро. Мы немножко осваиваемся уже в Венгрии. Посмотрите, пожалуйста, место, где мы живем. То есть вот там вот подъезд. Очень красиво. И вот такой вот внутренний двор. Очень напоминает марокканские риады. Вот. И наши апартаменты. Здесь очень интересная система. Твой номер телефона вбивают в базу данных, звонишь, и дверь, соответственно, открывается на время, пока у тебя оплачен отель. Вот, соответственно, апартаменты стоили ни много ни мало 13 евро. То есть это, как вы понимаете, цена даже не хостела, это просто даром. 12 евро. Хостел 20 на человека. А тут мы вдвоем, посмотрите, апартаменты прям. Вот вам кухонка, там, ребят, смотрите, микроволновка, аккуратненькая кроватка, как раз для путешественников, с картой, чтобы не забывали. Ну вот шкафчик. Короче, все есть, все есть. Яхтенный душ даже есть. Почему яхтенный? Смотрите,
Вот туалет обычный, а душ вот яхтенный. Вот, помылся и также куда-то вниз будет стекать вода. Просто не могли не поделиться, ребят, потому что, ну вот, 13 евро в сутки, ну это реально круто. Вот, все беленько, все чистенько в центре города. Мы вчера там вышли на 3-4 остановки, по-моему, раньше на метро, чтобы прогуляться, пока мы купили симку, пока там номер регистрировался, туда-сюда там. Вот решили прогуляться по центру, так мы тут за 10 минут догуляли. Поэтому очень круто. Да, очень. Ну все, скачали виртуальную экскурсию. Пойдем сейчас приобщаться к древневенгерской культуре. Вот.